Всем привет! Еще одна часть про то, как я буду тренироваться что-либо точить на только что собранном станке ИЖ-250 ИТВ. Штука, которую я хочу сделать второй, давно мною желанная, но никак у меня не доходили руки, так как вроде как она и не является обязательной. В наличии все тот же пруток из стали 45 32 мм диаметром. Ну и по набору метчиков и плашек или лерок от 2 до 12, а также 16 и 18. Несложно догадаться, что связано это устройство будет с нарезкой резьбы, а именно резьбо-нарезной патрон, в довольно простейшем его понимании. Ну, не идеал, да. Хотя вот это был чистовой проход. Ну, дело в том, что помимо того, что я забыл добавить обороты, то есть надо было чуть-чуть добавить, я еще перед этим проходом намерил конусность. Откуда она берется в данный момент особо-то непонятно. То ли задняя бабка, то ли конусит сам станок. Имеем по факту то, что имеем, и для того, чтобы минимизировать конусность, а вот на этом промежутке это была целая десятка, я подавал понемногу по мере приближения к патрону. И вот эти переходы видны, хотя по УЦИ подавал я от 2 до 4 микрон, и даже это визуально заметно. То есть, если все это настроить очень точно, то будет намного лучше. В целом база готова, здесь будет 30 мм, а здесь конус Морзе, который еще предстоит сформировать. Останется только просверлить отверстие, ну и с этой частью практически все. Сформированы ступеньки и будущая лапка, а может быть и не лапка. Никаких расчетов не производил, по УЦИ выставляю расстояние и примерно на какие-то отрезки делю и измеряю просто диаметр. Ну, с большим припуском. Операция недолгая, но при точении конуса сильно облегчит жизнь. Чуть-чуть не хватило, чтобы сделать конус с одного прохода. Ну, цели такой не ставилось, поэтому будет еще один чистовой. Ну вот и снова все вышло не так позитивно, как хотелось бы. Вот эта часть получилась нормально, погрешность буквально пару соток, для этой детали не страшно. А вот с конусом опять все не так просто, как хотелось бы.
Чистовой проход я после этого, конечно же, сделал, все блестит, красиво, но не точно. Поэтому снова в ходу был напильник, наждачка, ну и так далее. В данном случае вылет большой, поэтому приходится поджимать задней бабкой, а задняя бабка у меня сейчас пока, так сказать, очень нестабильна. Во-первых, она недонастроена, что явно указывает на косяк именно в задней бабке. Ну а во-вторых, настраивать ее сейчас рановато, так как она люфтит в вот таком положении. То есть я ее приподнял колхозными методами, которые многие советуют, подложив пластины. Но пластины-то я подложил, а вот призма, которая предохраняет от поперечного болтания, ну и обеспечивает стабильное удержание оси, теперь болтается. Я ее пока не сделал, поэтому настраивать бабку без этого смысла нет. В общем, все еще впереди. Очередной смертельный номер. Пока никак не удается мне научиться стабильно отрезать на еже. Хоть и обороты уже ставлю самые минимальные. Поэтому пока использую такие вот всякие хитрые резцы. Этот резец с прорезью. На всякий случай для защиты. Вот такое чудо инженерной мысли я применяю. Многие советовали такие резцы. Но по факту, во-первых, у него жесткость ниже, чем у нормального пружинного резца. Во-вторых, при перегрузках его просто загибает. Он отгибается вниз и не возвращается. То есть упругости не хватает. Для минимизации этого эффекта, как видите, я вставил небольшой кусочек полиуретана. Но все это временно. Да и в общем-то станок режет. Но почему-то только вручную. Как только поставлю автоподачу, подкусит и сломает резец. Причем резец как обычный напойной, так и с пластиной с механическим креплением. Что касается отрезания на этом станке в общем, я подводил некоторую статистику, исходя из поисков в интернете, но ничего особого не нашел. Буквально 2 или 3 комментария авторов. Так что буду очень признателен владельцам станков ИШ, которые отпишутся о тех режимах резания, а именно отрезания, которые они используют. Подведем некоторую статистику в рамках этого канала. Уже не раз отписывались люди о том, что у них тоже станок ИШ. Ну и, пожалуйста, не забывайте, что это ИШ, но не один И611, а именно 250. То есть режимы отрезания на нем должны быть еще более умеренные. Не сказать, что я ожидаю от него чуда, потому что отрезание в принципе для него не свойственно. Об этом даже указано в инструкции. Он ведь предназначен для получистовой и чистовой обработки, но все же хоть чего-то от него добиться хочется. Вообще подумываю даже сделать для него отдельный пружинный резец. Не для того, чтобы не устранять его косяки, а для того, чтобы лишний раз не травмировать подшипники шпинделя.
круглая болванка в очередной раз оказалась не совсем круглой, а овальной. Есть еще план Б. Вот эта часть кругляка значительно ровнее, чем вот эта. Поэтому я сейчас ее переверну. Если получится, выжать максимум с этой стороны. Пробую новое сверло с концевиком, правда, КМ2, почему-то когда-то переточенным, но диаметром 22,5 мм. ТВшка с 20-кой в принципе справлялась, так что думаю, на еже проблем точно не возникнет. Да, иш такое даже не замечает, несмотря на то, что двигатель здесь стоит слабее, на 2,2 кВт. Основной вопрос тут в том, что останется от недавно нанесенной краски, когда вот такая вот стружка на нее попадет. А вот так бы выглядела большая лерка здесь. Как вы думаете, стоило ли делать такую маленькую стенку? Мне кажется, толку от нее уже не будет. Я вот тут, как новичок и фактически дилетант, только сейчас обратил внимание, насколько сложно не убить станок. То есть сохранить его вот такое чистое заводское состояние. При всем вот этом. Стружка тут такая, что ее даже трудно изогнуть. Еще примерно половину от этого снизу. И это всего лишь от одного сверления. Отсутствие полноценной подачи СОЖ на станке – это боль. Это вот я уже охладил. Я очень опрометчиво думал, что 16-й державки хватит для растачивания углубления в 100 мм. Но вот, как показывает практика, нет. Что я только не пробовал, какие только режимы не ставил, остановился аж на 160 оборотах и подачи где-то сотки в 3. Но я пытаюсь экспериментировать.
То есть я мог бы давно расточить в нормальный размер и там по несколько соток соскрести. Но я снимаю по полмиллиметра, замеряю, промеряю, делаю какие-то выводы и так далее. Пользуясь соосностью текущей установки, просверлю также и внутренний вал, для того, чтобы нарезать там резьбу. Заодно надо было бы просверлить отверстие и нарезать резьбу для удержания лерки, но я этот момент не учел, и мне не хватает продольного хода. Так что это будет в рамках другой установки. Мы зажимали как могли. Накосячил и с этой деталью, поэтому пришлось дорабатывать в оправке. Вот такое незаконченное изделие в итоге получилось. Увы, не все и не всегда идет по плану. Торопясь сделать для вас это видео, я параллельно занимался еще одним приспособлением, точнее целым станком, гриндером. Особенно выгодно это было в момент расточки внутренней цилиндрической поверхности. Точилась она долго, и я, в общем-то, практически подвел к концу
основные компоненты гриндера. Но вдруг все пошло совсем не по плану. Главная неожиданность была в том, что 1,5-киловаттный двигатель спалил мой более чем 2-киловаттный китайский частотник. И все бы ничего, но на этом частотнике работало, учитывая гриндер, 3 станка. Спалил он не от того, что я переключал между станками, а от того, что я не поправил время торможения для более мощного двигателя. Основные двигателя у меня всего 750 Вт, а тут на 1,5 киловатта. Так что в итоге на текущий момент из всех моих станков остался работать только ИШ, так как у него совершенно другой векторный частотник. Но у этой приспособы остались недосверленные отверстия, ну и соответственно недорезанные резьбы. А так как на восстановление основного частотника уйдет значительное время, или может быть даже замену, придется выложить все так. Ну, по крайней мере, я думаю, что тут уже все интуитивно понятно. Нужно будет сделать сверление под крепеж, фиксацию лерки. Также я хотел сделать 2 сверления и закрепить сюда ручки съемные. Саму приспособу я делал максимально универсальной. Винтик легко выкручивается, и накатка служит способом для удержания этой части от проворота. Это нужно для нарезания малых резьб, когда никакая нагрузка на станке вообще не почувствуется, а рукой можно почувствовать куда более слабые усилия. Ну и в каком-то случае будет удобно держать эту штуку также ручками, как обычный плашка или леркодержатель. Тут также стоит учитывать, что у ежей в задней бабке нет упора для фиксации лапки, так что большую нагрузку через вот этот винт сюда дать вряд ли удастся. Посадка всего лишь на конус Морзе 3, поэтому большие усилия удержать он не сможет. Ну и также помимо внешней вот такой вставки, которую я даже не доточил, нужно будет делать подобные внутренние под лерки меньших размеров. Но в моих планах не было единовременного изготовления всех этих мелких вставок. Я изготовил основное устройство, а все эти вставки можно уже делать по ходу. Когда остаются какие-нибудь такие маленькие обрезки, которые часто приходится выкидывать или складировать, вот из них как раз и можно сделать маленькие вставки для других лерок. Вообще это приспособление далеко не самое нужное на станке, что метчиками, что плашками можно нарезать и кучей других способов. Ну, единственное, что плашки удерживать будет сложнее. А вот метчики нормально фиксируются цанговым патроном, и нарезка идет путем смещения корпуса задней бабки. В данном случае это приспособление также не защищает от перегрузок. То есть, что нарезать задней бабкой, что им, разницы особой нет. А вот делать приспособление для удержания метчиков вот этим патроном будет куда сложнее, чем зажать его в какой-то цанговый. Ну, как-нибудь в ближайшем будущем я постараюсь восстановить работу станков, досверлить все это приспособление и показать в работе. Мало ли, кому-то будет интересно. Хотя мне кажется, что такие приспособления сделал уже практически каждый автор видео на YouTube. Ну, естественно, технической тематики. У меня на этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.